Всем привет, с вами Владислав. Сегодня я отправляюсь в супермаркет за продуктами на ближайшую неделю. Ну и заодно хочу вам сделать небольшой обзор на продукты. Ну и вообще рассказать, что интересного находится на прилавках японского супермаркета. Кстати, сегодня очень теплый день, 20 градусов на улице. Я вышел в рубашке, вообще не холодно. Вот она, сакура, расцветает потихоньку. Очень красиво. Мы уже внутри. Сам магазин находится на нижнем этаже. Спускаемся на эскалаторе вниз. Давайте возьмем тележку. Так, кладем сюда корзину. На входе у нас находится овощной и фруктовый отдел. Посмотрим, что здесь есть интересного. Вообще, как правило, фрукты в Японии очень дорогие, потому что их импортируют сюда из других стран. Смотрите, ананасы. 100 грамм порезанных ананасов 309 йен. На это уже микс фруктов. Киви, клубника, виноград, апельсин, яблоко. Кому лень резать, могут купить себе уже готовые нарезанные фрукты. Есть наборы салатов. Но это тоже, так сказать, для ленивых. Есть также порезанная капуста уже в таких вот пакетиках. Достаточно недорогая. Всего лишь 198 йен за один такой вот пакетик. Бананы. Вот эти, по-моему, привезенные из Филиппин. Да, кстати. Пачку бананов. Сколько здесь у нас? 4 штуки. 198 йен. Клубника. Клубника, конечно, довольно дорогая. Но здесь, наверное, штук 30. 880 йен. Яблоки — это вообще жесть. Смотрите, вот за такое яблоко одно 198 йен. Но это вообще очень дорого, я считаю. Продается вот в пакетиках 4 штуки, 598 йен. Но если брать пакетик, будет дешевле, чем отсюда взять 4 штуки. Яблоки у нас японские, выращенные в префектуре Аомори. Видите, даже сами японские яблоки достаточно дорогие. Вот этот вот, это вообще как мячик для гольфа. Ну, вообще, это очень маленькое. Ну, вы знаете, что я родился в Астрахани. Рядом с селом огромное количество полей. И корейцы выращивают и дыни, и арбузы. И сравнивая размеры корейских дынь и вот этого, ну, это, конечно, вообще. Ну, сегодня воздержусь. Есть всякие бобы. Бобо. Бамбук даже здесь можно найти, смотрите. Блин, а, кстати, бамбук, даже не помню, по-моему, я так и не пробовал. А вот это, кстати, ростки, они называются моящи. Они очень дешевые, смотрите. Всего 68 йен за такой пакет, 500 грамм здесь. Их часто используют в различных блюдах. Здесь тоже есть готовые салаты. Очень удобно, просто, смотрите, они уже в таком контейнере небольшом пластиковом. Просто достаточно достать из пакета, полить каким-нибудь соусом, ну и можно так есть.
Тоже прикольная тема. Смотрите, за один огурец 89 йен. Вот за такой, смотрите, это что такое вообще? Дрищ какой-то вообще. 89 йен. Ну, выбора, по огурцам выбора особо нету. Давайте возьмем комплект уже, 3 штуки. 258 йен. Один такой вот помидорчик. 99 йен. Не знаю, тут сколько. Штук 20, наверное. Такой коробочки. 498 йен. Видите, здесь большое количество различных соусов к салату. Есть с юдзу, есть с морковью. Даже есть прикольный, смотрите, каре. Это с карри и с сыром. Интересное сочетание. Огромнейшее разнообразие. Вот, кстати, это мой любимый. Это соус с авокадо. Возьмем его, давайте. Начинается рыбный отдел. Здесь расположились так называемые сашими. Свежая рыба. Выглядит очень вкусно и аппетитно. В одной упаковке 8 разных видов рыбы. А здесь 5. Я тоже люблю сашими. Отвариваешь рис, васаби, соевый соус. И прям вообще идеальный ужин. Так, у нас здесь осьминог порезанный. Или с какой-то... А, это с перцем, по-моему. С перчиком. Прикольно. И какой-то соус внутри. Много разной рыбы для сашими. Вот есть порезанная, а рядом не порезанная. Можно купить такой кусочек. Смотрите, креветосы. Креветок тоже много разных видов. Есть и такие вот маленькие, побольше. И смотрите, ну это вообще, что за лошади, ё-моё. Вообще тема. Их на гриле прям хорошо жарить. Есть и такие уже маленькие тоже. Добавлять какое-нибудь блюдо, салат, тоже прикольно. А всякие моллюски, вакаме. Больше всего используют в мисо-супе. Есть уже такая разделанная, не разделанная. Кальмар такой вот интересный, тоже порезанный. Можно сразу его готовить. Мадай. Блин, мадай классная рыба, пробовал. Кинмедай. Помню, ездили в какую-то гостиницу мы отдыхать. Основным блюдом кинмедай. Очень вкусная рыба. Вот, я думаю, многие знают. Это у нас унаги. За такой кусочек 2280 йен. Один раз, помню, менеджер гостиницы водил меня в ресторан унаги. Очень вкусно было, вместе с рисом вообще топ. Но единственное, что это дорогое удовольствие. Помню, вот вдвоем мы ходили, отдали где-то за 2 человек. Один ман, 10 тысяч йен. Различные столовые приборы, сковородки, шампуни, гели для душа, различные средства гигиены, мыло, всякие пенки для лица, мочалки. Смотрите, какой красавчик. Практически на меня похож. Меня, конечно, покрасивее. Туалетная бумага. Всякими ароматами. А, кстати, один раз брал вот такой вот рёкча с зеленым чаем. Но потом, после вытирания, добро пахло. Прям такое ощущение, как будто одним местом на зеленый чай сел. Здесь еда для кошек, для собак. Кстати, домашнее животное, кошка или собака, она по сути является полноценным членом семьи. Помню, у моей знакомой была собака. Не знаю, там сколько, 10 лет уже ей было. Когда эта собака умерла, для них прям была эта трагедия. Как будто, ну, реально какой-то человек из семьи умер. Ну и как же без каре или карри? О, сколько здесь вкусов. Они вот в таких пачках продаются. Сам соус в пакетике, да? Плюс нужно дополнительно покупать мясо, картошку, различные овощи. И вот так вот в кастрюле и готовить. Когда нет возможности, допустим, приготовить рис в рисоварке, либо еще, есть уже вот такой вот готовый в пачках.
Ты разогреваешь в микроволновке, ну и подаешь какому-нибудь блюду. Это, конечно же, рамен. Здесь просто дофигища и больше этих раменов. Даже какая-то корейская есть. Такой сладко-острый вкус. Есть обычные, да? Как мы называли бички их в России. Бички. Вот они, бички по 100 йен. Здесь и с карри, с морепродуктами, сырный карри. Идем дальше. Итак, мы в мясном отделе. Говядина, свинина, курица. Есть уже такая вот нарезанная, готовая. Достаточно просто, да, ее сразу пожарить, сварить. Здесь у нас курица с осами. Грудка, да, такая уже порезанная. Что прикольно, никуда не нужно идти. Здесь уже есть соусы для мяса. Есть смесь и говядины, и свинины. У японских сладостей специфический вкус, так сказать, на любителей. Поэтому попробовать можно, да, в качестве эксперимента, но я особо их не ем. Кстати, прикольно, есть уже готовые, да, и бургеры, такие вот сэндвичи. Допустим, утром нету времени готовить, вот, покупаешь, и тут уже все внутри. Ветчина, омлет, прикольно. Хлопья для завтрака. Есть шоколадные хлопья, есть такие вот колечки. Здесь у нас винный отдел. Есть как и импортированное вино, ну и японского производства. Тоже достаточно много. Ну, вот, допустим, Мерлот. Французское. Красное. Классное вино. Вот. Всего стоит 930 йен. Так, ребята, кто живет в России, не обижайтесь. У нас продается кола. Есть в бутылках такие вот соки. Яблочный, мандариновый. Кстати, карписы. Это прикольный такой молочный сок. Есть такой блогер Крис Эброд. Британец, кто живет в Японии. Я помню, он говорил про карпису, потому что транслировать на английский язык, это получается как cow piss, коровья моча. Я помню, он угорал с этого. А сам по себе сок прикольный. Различных коктейлей просто завались здесь. И с апельсинами, и с лаймами. Кстати, это прикольная тема Смирнов. Сколько здесь градусов? По-моему, 7 градусов. Прикольный коктейль. Со льдом вообще тема. И такие вот простые всякие, да, с грейпфрутом. 5 градусов. Тори Сантори, наверное, одни из самых популярных виски в Японии. Джим Бим. Смотрите, такая бутылочка. 700 миллилитров. 2370 йен. Я думаю, это намного дешевле, чем в России. Вот такой бурбон есть тоже, Джим Бим. 1180 йен. Вообще дешево. Это отдел с пивасом. Пиваса в Японии очень много. Японцы просто обожают пиво. Продаются прям такими пачками. Смотрите, чаще всего. Таких 6 баночек в одной пачке. 1088 йен. Есть и бутылочное пиво. Асахи. Смотрите, Асахи 633 мл, 328 йен. Кирин. Тоже одно из популярных. Есть Хайникен. Гиннес. Это Орион. Драфтовое пиво. Орион — это пиво из Окинавы. Кстати, в последнее время мне нравится Хью Гарден. Это бельгийское пиво. Это просто такой сладкий, интересный вкус. Американский бренд. Компания производит IPA пиво. Вот. В Токио есть бар на Раппонге, по-моему. Часто туда с подругой сходим. Много видов сосисонов. Вот эти мои самые любимые. С сыром чеддер. Смотрите, внутри здесь. Возьмем пачку. Прикольно, есть курица для салата. За такой кусочек 268 йен.
Просто нарезаешь овощи, нарезаешь курицу, добавляешь салат, соус. Пушка. Просто бомба. Также есть замороженные продукты, различные пасты. Когда нет времени, да, вечером готовить, достаточно просто взять замороженную пасту, карбонара. Что еще? Возьмем наполитан с сосиской. Замороженная картошка фри. У меня дома есть air-фрайер, куда просто ее закидываешь. Там практически минут через 10 приготавливается уже. Большое количество разного мороженого. Смотрите. Шоколадное, клубничное, ванильное. Соки. В таких вот картонных упаковках продаются. Яблочный, виноградный, ананасовый. Молоко. Да, из различных префектур. Это вообще с Хоккайдо приехало. Раздел готовых продуктов. Здесь можно найти все, что угодно. Смотрите, готовые суши просто тема. Даже никуда не нужно ехать, не заказывать. Здесь все есть. И причем по свежести все они очень свежие. 20 штук, 1380 йен. Кстати, где-то ближе к 7-8 часам вечера все, что не продается, за этот же день сотрудники супермаркета делают скидки. Бывает, что даже наполовину цена снижается. Поэтому очень, очень выгодно, да, ходить в супермаркеты по вечерам. Это японские бенто. Когда нету времени, да, что-то готовить, либо как вариант можно купить здесь. И чтобы в обед на работе не идти куда-то и кушать, просто покупаешь такой себе бенто, разогреваешь его в микроволновке, и все, обед у тебя есть. Японские якитори, такие шашлычки жареные. В принципе вкусные, но лучше их есть в всяких изакаях, японских пивнушках, когда только что их приготовили и тебе подали. Вот там самый сочный вкус. Есть у нас гёза, китайские пельмени, тоже готовые, да, если нет времени готовить, можно взять такую пачку, 380 йен, 12 штук. Темпура из 5 видов, с овощами, с креветкой. Кстати, в России, по-моему, тоже во многих супермаркетах есть свой отдел выпечки. Там вот пекут все, всякие тортики, хлебобулочные изделия, и сразу же выставляют на продажу. Готовые сэндвичи, здесь тортики, чизкейк. Ё-моё, это мой самый любимый десерт, чизкейки. Давайте возьмем такой вот. Кстати, здесь можно приобрести донатсы за 7 штук 880 йен. Можно один взять какой-нибудь, да, какой нравится. Яблочный пирог даже есть. 698 йен за такой вот. Ну, здесь 4 вида пиццы, да. А вот они, кстати, маргарита с курицей, с морепродуктами, с грибами и карбонарой. Вот можно взять целую, либо половину, да. Так, здесь у нас секция с чипсами. Есть Pringles. Это уже японская версия. Chip Star. Тоже похожие на Pringles. Ну, смотрите, интересный вкус с умебоши. Умебоши вообще специфический вкус, поэтому я думаю, это на любителя. Но думаю, это не особо понравится. Есть такие сушеные грибы. Нори с солью. Вкус пиццы. Думаю, все знаете, что японцы обожают зеленый чай. И пачечка, сколько у нас здесь? 20 пакетиков. Ну, есть как и порошковый, да, есть и в пакетиках. Кстати, продается кофе даже из Старбакса. Вот это топовый вкус. Кафе Мока. Карамель латте
Представляете, даже есть соленые огурчики. Ну и как же без риса? 300 грамм, 1 килограмм. Идем дальше, 2 килограмма, 5 килограмм. Он там максимум 5 килограмм, да? Я думаю, почему нету 10, наверное, японцы, наверное, не утащат десятку. А, нифига есть, смотрите, 10 килограмм. Так, ну, в принципе, я закупился. Взял все, что необходимо на ближайшую неделю. Сейчас направляюсь к кассе. Моя корзинка. Ну, в принципе, по полной почти забил. Мать, не гоняй. Смотрите, человек на инвалидной коляске. И двое человек обслуживает. Ай. Короче, все положил в пакет. Ну, что-то чуть не подрасчитал, но надеюсь, у меня он не порвется, я все донесу до дома. Так, ну все, я вышел из супермаркета, направляюсь домой. Затарился. Благо мне идти недалеко, у меня сейчас рука уже отвалится. Ну, в общем, получилось такое вот видео про японский супермаркет. Думаю, рассказал, показал самое основное, что продается. Конечно, там намного больше товаров, но в принципе, я думаю, этого тоже достаточно, да, понять, какие продукты есть в супермаркете, сколько они стоят. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз. Всем пока.